Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно в вашем замечательном магазине оказаться. Хотелось бы узнать немножко об истории создания магазина, о том, как вообще вы здесь все это сделали и что вы можете еще нам интересно рассказать. Ну, начнем с того, что я выходец из Казахстана. Поэтому, когда оказалась в Москве, мне, конечно же, не хватало вкусов традиционных нашей еды, к которой мы привыкли в Казахстане. Вкусной, ароматной. Вот. И, конечно же, вот это желание владеть этими продуктами, которые в Казахстане у нас вкусные, чтобы они были в Москве, мне хотелось всегда, с того момента, как я оказалась здесь. Я уже больше 22 лет живу в Москве. Вот. Но я занималась бизнесом разнообразным, это все было связано с торговлей, в принципе. Но когда открылись границы, когда мы стали единым пространством таможенным, у меня сразу же, буквально, можно сказать, на следующий день родилась идея о том, чтобы привозить эти продукты в Москву. Что мы, в принципе, и начали. Вот 18 января 2020 года нам будет уже 8 лет. Вот, как мы начали, значит, сначала попытки, это был небольшой ассортимент рахатовской продукции, потом мы прибавили чай, потом покупатели, с которыми мы на ярмарках сталкивались, они говорили нам: ой, привозите вот это, и мы уже так скажем, на угоду покупателя начали расширять свой ассортимент. Потом также по просьбам покупателей мы занимались ярмарками в Москве, в Подмосковье, на ВДНХ. Очень активно продвигали казахстанскую продукцию, и люди, которые на ярмарках у нас ее покупали, говорили: ребят, ну вот приезжайте на 6 дней, а что же дальше нам-то делать? Нам же весь месяц есть хочется, откройте магазины. Что мы, в принципе, и не замедлили сделать. Вот, покупатель сказал, мы тут вот под козырек сделали. Первый магазин открыли в Подольске. Вот, и вот так вот пошло, потом Балашиха, потом Москва, и вот, собственно, сейчас у нас уже и франшиза продается, у нас уже две франшизы мы продали, 3 магазина работают по франшизе, плюс мы поменяли формат от магазина через прилавок, перешли к формату самообслуживания, более удобного, у нас более просторные залы сейчас, 160 квадратных метров, 100 квадратных метров, очень большой список производителей, с которыми мы работаем в данный момент. И все время работаем, расширяем ассортимент, привозим все новые и новые продукты. Слава богу, они очень качественные, замечательные, и покупателям нравятся. Вот, это такой уже вкус, как бы людям, кому-то детство напоминает, кому-то юность, кому-то молодость. И, соответственно, когда москвичи пробуют эти продукты, они остаются, как правило, очень довольны. На самом деле у нас совершенно потрясающее впечатление о продуктах из Казахстана, когда мы были на концерте Димаша в Астане Нур-Султане. И вот казахская кухня, она на самом деле очень запоминающаяся. И это набор таких замечательных вкусов, что просто в памяти оставляют такой неизгладимый след, что хочется их пробовать и пробовать. Скажите, а как вот у вас очень много готовых, точнее, того, что делается прямо здесь? Какие у вас повара, откуда вы все это берете? Ну, вы знаете, у нас повара из Казахстана, которые все это готовят по рецептам традиционным. Допустим, вот Баурсаки, у нас была кухня собственная, и вот на ней, собственно, эти Баурсаки готовились. Мало того, что по рецептам, мы же еще готовим из аналогичных продуктов. То есть мы привозим их оттуда, муку, сливочное масло, молочные продукты. И, соответственно, качество получается, как в Казахстане. Руки знают, сырье оттуда, и, соответственно, получается качественный продукт. Это очень здорово. Скажите, а вот переходя к теме музыки, наш же канал посвящен Димашу. Скажите, вот когда вы первый раз услышали Димаша, и какую вообще вы музыку вы слушаете? В Ютубе кто-то мне из друзей прислал ссылку, я услышала и была, конечно, поражена таланту, прекрасному голосу, исполнению, артистизму. Сейчас это так важно, вот когда человек чувствует, о чем он поет,
и у него это так гармонично, здорово, и он погружает в атмосферу песни, и ты как будто вместе с ним вот эту тему проживаешь. Это, конечно, ну, это как бы основные, так скажем, в моем понимании, талант артиста, когда он в песню тебя погружает вместе с собой. На самом деле, многие люди, кто-то музыку слушает, кто-то не слушает, кто-то имеет предпочтение к одному стилю, кто-то к другому. Совсем недавно я прочитал интервью Димаша, где он сказал, что я меломан. Я слушаю, мне иногда нравится тяжелый рок, иногда я люблю классику, иногда мне нравится, хочется послушать рэп. То есть я слушаю все стили, а вы какие стили предпочитаете? Вы знаете, вот можно сказать, что я как Димаш. Я вот музыку подбираю к моменту. Вообще, если говорить о моих предпочтениях, мне очень нравится джаз. Я обожаю слушать джаз. Ну, такой вот американский, классический, с голосами. Не инструментальный, знаете, когда вот слишком уже too much, да, что-то начинает. Нет, такой джаз, это... Я могу его послушать, но это не мое. Ну, как правило, как определяется любовь человека к музыке? Вот он когда остается один, допустим, дома, и что он включает в этот момент, да? Вот я включаю джаз. У меня есть проигрыватель, я беру пластинку и ставлю джаз. Вот мне это очень нравится. А так я абсолютно, ну так скажем, всеядный человек. Я могу послушать и прекрасный голос любого российского исполнителя, если мне очень нравится Валерий Меладзе, к примеру. Я обожаю слушать его. Из иностранных, ну, вы знаете, наверное, слушаю то, что модно. Могу потанцевать под это. То есть я вообще такой человек очень веселый, мне очень легкий на подъем. И вот я говорю, что открыто для любой музыки. Но главное, чтобы она была качественно сделана. Вот, наверное, это главный для меня такой критерий. Качественно, опять же, в моем понимании. А вы знаете, вот очень интересная была ситуация буквально на днях. Мы в ожидании концерта Димаша, который будет проходить на арене Мегаспорт, дворец спорта в Москве в марте месяце. Мы пошли на эту арену и попали на концерт панк-рейв группы молодежной. Народ просто угорал, балдел. То есть они просто выпускали энергию. Когда мы шоу на выпустим канал, мы просто были попытки передать анафему. Вы что? Это сравнивать с Димашем? Но самое потрясающее, что никто не сравнивал. Просто перед концертом я спросил эту молодежь. Она совершенно нормальная. Такая же, как вокруг нас ходят, как наши дети, как дети наших друзей. Они просто не знают Димаша. И, честно скажу, мне было вот немножко в этом плане обидно, потому что хотелось, чтобы они, имея возможность выпустить энергию, имели возможность также услышать Димаша. Вот что вы думаете по поводу таких современных течений, которые просто это, ну, это очень, ну, это тяжелый рок, тяжелый панк, что-то такое? Вы знаете, я скажу так, я против ограниченности какой-то. Я считаю, что человек должен видеть все, слушать разное. Не нужно, вот порой молодежь, они сами себя заключают в рамки, да? Им там стыдно признаться, что они там слушают какого-то там поп-певца, допустим, если в этой, так скажем, в его компании кто-то слушает там только рок или только рэп. И это, к сожалению, очень плохо. Человек не должен себя как бы подстраивать под рамки той среды, в которой он живет. Иначе он получается не сам по себе, не личность, а серая масса. Вот, поэтому я считаю, что ничего страшного нет в том, что кто-то послушает такую музыку, а потом пойдет на концерт Димаша, послушает Димаша и получит такое же удовольствие, может быть, даже гораздо больше от вот той музыки панковской, да, о которой вы сейчас сказали. Поэтому это только вот ограниченность, ну, мозгов, я не знаю, там, может быть, окружения какого-то. Я считаю, что рамок не должно быть. Должны быть какие-то определенные заповеди, да, которые человек не должен нарушать по жизни, да, основные принципы. Но рамок у человека быть не должно. Любые рамки, они просто, ну, делают человека несчастным. Ну, в пределах дозволенного, естественно. Конечно, ну я же говорю, что есть заповеди. Мы сейчас говорим все-таки о культурных каких-то таких моментах, о душе. Не, ну просто поэтому я считаю, что когда кто-то кого-то продает анафеме, это неправильно. Ни в коем случае. Ругать там ребенка дома из-за того, что он слушает не ту музыку, которая нравится маме и папе, это неправильно.
пускай слушает, он должен слушать разное и выбрать для себя то, что ему больше по душе. И нужно за это ребенка любить и уважать. А если навязывать все время свое, вырастет непонятно кто. Вот это вот абсолютно мое мнение четко. Совершенно с вами согласен. Скажите, а вот сейчас начинается большой концертный тур Димаша по России. Будут концерты в разных городах, в том числе в Москве 9 марта, о котором только что сказал. Скажите, а вы на концерты Димаша планируете пойти? Обязательно пойду. Но вы еще не были на концертах? Я еще не была, мне, к сожалению, не повезло, я не успела купить билет на прошлогодние концерты, которые были в прошлом марте. Это будет потрясающе, но вы можете посмотреть фрагменты у нас на канале. Да, поэтому в этом году я обязательно попаду, обязательно пойду. А из того, что вы слышали, вот какая песня у вас любимая из репертуара Димаша? Ну, может быть, это банально прозвучит, но моя любимая вот на данный момент это... «Любовь уставших людей». Да, «Любовь уставших людей», да. Ну что ж, на самом деле это одна из его лучших песен, но у него практически все песни лучшие. Лучшие, да. Поэтому это очень сложно назвать лучшие, потому что они все хороши. Конечно. Классический вопрос. Что бы вы хотели пожелать Димашу и его поклонникам с новым наступающим в 2020 году? Вы знаете, самое главное, что я хотела бы пожелать, это здоровье. И Димашу, всей его команде, окружению, семье, поклонникам. Самое главное, чтобы все были здоровы. И, конечно же, как человеку творческому, я хочу ему пожелать успехов в творчестве, новых прекрасных песен, новых поклонников. Я хочу, чтобы количество поклонников этих множилось. Вот. И что творческому человеку, наверное, много благодарных зрителей, много прекрасных хитов, много концертов и мировой известности. Дорогие друзья, хочу поздравить вас с наступающим Новым годом и хочу рассказать о том, что мы подготовили для вас подарок. Наконец-то в сети магазинов Баурсак в Москве вы сможете купить чай Димаш. Ждем вас! Слушайте хорошую музыку. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun